Ом, намасте. Я рад приветствовать всех участников сегодняшнего форума, марафона «За мир». Все мы, кто выступаем здесь, мы хотим сказать слово миру, чтобы этот мир стал лучше, прекраснее, чище, красивее, в нем прекратились войны и конфликты. И я благодарю организаторов этого марафона, что и мне тоже есть возможность высказаться. Сейчас наступает эпоха особой ответственности духовных людей, религиозных лидеров, тех, кто ищет истину, верит в Бога, пытается искать путь. И именно такие духовные люди должны принять ответственность за мир. За последние 30 лет в мире произошли большие изменения, и усилилась энергия тьмы, и уменьшилась энергия света. И, на мой взгляд, современные политики не справляются с этим. Они уже не могут регулировать эти процессы. И именно духовные люди, духовные лидеры должны сказать свое слово. Они должны высказать мудрость своей религии. Они должны сказать из своего личного опыта общения с Богом, личного опыта медитации, как сгармонизировать, как отрегулировать эти процессы. Они не должны дать тьме наступать на свет. К сожалению, последние несколько десятков лет в мире начала складываться культура, подавляющая свет, культура тьмы, цивилизация тени. И, к сожалению, этот процесс происходит все больше и больше, и те события, которые сейчас происходят в Европе, в Украине, они говорят о том, что культура света уменьшилась, а культура тьмы нарастает. В нашей традиции на языке санскрит это называется тамас и саттва. Тамас означает тьма, неведение, то, что подавляет, что-то грубое. А саттва означает энергия лучезарности, энергия сияния, энергия света, мира, любви, красоты и благодати, то, что вдохновляет. И сейчас, на мой взгляд, происходит метафизическое столкновение энергии света и энергии тьмы. Мы не политики, мы не будем анализировать, принимать чью-то сторону с точки зрения политики, истории, конспирологии. Это не наше дело как духовных людей. Но наше дело как духовных людей, как духовных лидеров активно высказываться, принимая сторону света и помогать другим людям самоопределиться. Культура света, цивилизация света, культура энергии саттвы – это культура любви, ненасилия, сострадания, гармонии, целостности, благопожелания, счастья всем живым существам. Это культура созидательных людей, творцов, ученых, первопроходцев, искателей Бога, философов, поэтов, музыкантов, тех, кто творит, кто созидает, кто несет гармонию в мире, кто создает что-то новое, благоприятное для людей. Культура тьмы – это противоположная культура. И как минимум нам надо перестать восхищаться теми, кто олицетворяет культуру тьмы, перестать восхвалять великих завоевателей, перестать восхищаться Македонским, Тамерланом, Чингисханом, Ганнибалом, Наполеоном, перестать поэтизировать войну, насилие, перестать уделять внимание тому, что является деструктивной энергией, тому, что олицетворяет энергии тьмы, насилия, хаоса. И очень важно активно принимать сторону света. Здесь стоит вопрос, либо мы на стороне тьмы, либо мы на стороне света.
Конечно, как духовные лидеры, как духовные люди, принадлежащие к своей религии, для нас этот вопрос не стоит. Каждый может сказать: так мы и так давно уже на стороне света, и все хорошие люди давно уже на стороне света, ведь это очевидно. Но, как оказалось, современный мир сейчас стоит на грани новой Третьей мировой войны. Это значит, это очевидно далеко не всем. И многим миллионам людей это совсем не очевидно. Поскольку если бы это было очевидно, мир не оказался бы в той стадии, где он оказался сейчас, как в эпоху 1962 года, в эпоху Карибского кризиса. И мы должны не только принять культуру, цивилизацию, ценности света, мы должны их активно популяризировать, активно их показывать другим людям и четко их оттенить, разделить. Мы должны осуждать все то, что принадлежит к этой культуре тьмы, культуре темноты, неведения, насилия, войн, лжи, манипуляций. Все то, что не является любовью, состраданием, красотой и гармонией. Мы должны отделить себя от этого и активно, более активно показывать позицию любви, сострадания, позицию света. Но показывать это такими методами, которые соответствуют культуре света. Культура света, цивилизация света не может действовать методами тьмы, методами насилия, методами агрессии, методами войн, методами подавления свободы, методами дегуманизации человека. Она не имеет права так действовать. В этом смысле культура света ограничена, потому что она не имеет в арсенале тех методов, которыми может действовать культура тьмы. Она не может применять какие-то агрессивные методы, потому что она не может изменить своей природе, как солнце не может перестать светить, как святые не могут перестать любить. Они следуют своему пути, своей дхарме. Но мы можем в рамках методов культуры света проявлять очень сильно, активно и мощно энергию любви, энергию ненасилия, энергию сострадания, энергию мира, энергию гармонии. Для этого надо активно популяризировать эту культуру света, популяризировать энергию людей как созидателей, творцов, любящих, духовных искателей, изобретателей, ученых, поэтов, и не популяризировать культуру агрессоров, разрушителей, древних воителей, не популяризировать агрессивные виды культуры, показывая опасность таких культур. Поскольку эти культуры еще, они даже не вышли на уровень человеческой цивилизации. Это как бы несостоявшаяся цивилизация, но недоцивилизация. И надо очень четко разделить эти два пути. Путь тамаса, путь тени, путь тьмы и путь света, любви, сострадания. И когда мы разделили это, очень важно не впасть в какие-то иллюзии от ума, связанные с политикой, конспирологией, информацией, манипуляциями. На самом деле все очень просто. Когда мы любим, нам не нужна политика. Когда мы пребываем в свете, в чистоте, благодати и желаем счастья, нам не нужны манипуляции. Мы можем действовать прямо, открыто, потому что такова наша культура, и она видна всем. Нам не нужны дополнительные политические, конспирологические, исторические теории, обосновывающие нашу любовь, сострадание к другим. Это всего не нужно. Это очень просто. Каждый уважает свободу, жизнь и ценит ее. И это не требует доказательств. Теории, доказательства, обоснования нужны, чтобы прятать культуру тьмы. Но свету не нужно доказывать самого себя.
Он просто проявляет себя, его видно по тому, как он действует. Он действует мирно, он действует тонко, интеллигентно, уважая чужие свободы, желая сострадания, любви. Он действует гуманно. И для этого не нужны никакие политические теории, чтобы его обосновывать. В этом сила культуры света. И нам очень важно, как духовным лидерам, активно проповедовать такую культуру света, культуру саттвы, гуманизма, любви, уважения к человеку, сострадания, желания счастья, созидания, творчества. Нам важно не поддерживать культуру тьмы и то, что ведет к цивилизации тьмы. И для этого очень важно коллективно молиться всем духовным лидерам вместе или со своими последователями, чтобы такая культура и цивилизация победила, чтобы будущий вариант Вселенной был вариантом не тьмы, а вариантом света, любви и сострадания. Очень важно обучать других медитации света, любви и сострадания в соответствии со своими религиями или даже атеистических людей, не принадлежащих никакой религии. Было бы очень хорошо, если бы 7 миллиардов людей обучились такой медитации. И очень важно распространять послание ахимсы, ненасилия. Было бы очень хорошо, если бы 5 миллиардов людей приняли обет, обязательство следовать пути ахимсы. И было бы очень важно, если бы создавались органы, состоящие из духовных лидеров, духовных людей, которые бы периодически собирались, давали миру оценку событий и задавали направление, в каком направлении двигаться человечеству, и человечество следовало бы в этом направлении. Все это мы говорили в прошлый раз, на прошлом марафоне, и это закреплено в нашей резолюции, которая была принята. Но я хотел бы еще раз напомнить об этих пунктах резолюции, для того, чтобы это не останавливалось, это продолжало действовать, чтобы это меняло мир. Мы должны постараться дать миру новую культуру, новое видение цивилизации, где правит не выгода, не политика, не сила, а поиск истины, какой бы традиции или религии мы ни принадлежали. Сострадание, любовь, желание счастья всем живым существам, уважение гуманизма и свободы. Мы должны создать такую культуру, если предыдущая культура оказалась бессильной и несостоятельной. Мы должны как-то попытаться дать цивилизации новый импульс, если эта цивилизация зашла в тупик. Не дать ей зайти в окончательный тупик, а показать ей новое направление. И если политики не справляются с этим, если ученые не справляются с этим, если деятели культуры не справляются с этим, то духовные лидеры, духовные люди, духовные искатели должны попробовать справиться с этим и указать на это. Но чтобы делать это, мы сами должны практиковать, усердно сами двигаться в этом направлении, исследовать это направление, концентрироваться на нем, действовать в рамках своей духовной традиции, медитировать на это направление, тогда это сработает. Мы ежедневно выполняем молитвы и медитации для того, чтобы безграничная любовь, безграничное сострадание, безграничное счастье для всех людей проявились на этой земле. И я прошу, пожалуйста, присоединяйтесь все, кто желает и кто может, к этому направлению, так, как он видит это для себя в своей традиции и культуре. Ом Намасте.